Вот и настал 8-й день моего пути. В планах сегодня поехать в сторону Кисловодска. Есть такое место, плато или гора Бермамыт. Но туда не всегда удается подняться, потому что там дорога очень плохая. И если есть дожди, были, то, скорее всего, не получится. Но там есть экскурсии, которые возят на внедорожниках, скорее всего. И, возможно, мы воспользуемся этим. Но по месту будем уже думать. Туда очень далеко ехать. Сначала надо доехать, в общем, а потом решать. Итак, сейчас зрители моего канала спрашивают, почему у тебя мотоцикл стоит на центральной подножке, снят боковой кофр. Не слышу. Я говорю, зрители меня спрашивают, почему. Ага, вот теперь, когда вы спросили, я расскажу, раз вам так интересно это узнать. Как вы знаете, у мотоцикла есть цепной привод, да, вот он, вот она цепь. Один из знаменитых путешественников в узких кругах, он говорил, что если ставить автосмазчик, у меня стоит свой самодельный управляемый автосмазчик, который благополучно 1000 километров проехав из Тюмени сломался. Сломался датчик, который стоит на колесе, датчик холла. Я не знаю, скорость не показывает. В общем, суть такая, смотрите, видите цепь? И этот мотопутешественник говорил о том, что цепь с автосмазчиком всегда чистая. Вот. Но, как вы видите, она в таком состоянии. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно ее почистить. Я спроектировал вот такой ручной керхер. Будем делать вот так вот. Но я встал на дороге, чтобы вы не говорили, что я тут мараю природу. Что-то она не очищается. Я хотел ее почистить от пыли. Было интересно это попробовать. Но придется, видимо, заезжать на мойку и отмывать ее. Потому что с такой пыльной цепью ездить нельзя. Возможно, еще и помоется мотоцикл. Сейчас попробую потереть, если что, потом на мойку, если не пойдет. В общем, такие вот дела. Сейчас я все это почищу, попробую, точнее, почистить. И потом поедем в сторону Пятигорска, Кисловодска и на Бермамыт. В траве, конечно, вот там в кустах было здорово ночевать. Выезжать оттуда было сегодня с утра тоже здорово. Мотоцикл скользит, его еще надо было развернуть там. И самое интересное, что солнышко, это сейчас солнышко выглянуло, а до этого оно было за горой. И у меня вся одежда, вся палатка, все сырое. На мне сейчас высохнет. Мне говорили, что у меня ничего не выйдет, а у меня ничего и не вышло. На самом деле я ее сполоснул, протер. Так, ну-ка фокусируйся. Вот. Понятно, что не идеал, но пойдет. Все равно дороги здесь будут грунтовые. Сейчас обильнее буду смазывать. Взял, в общем, бутылочку. Там, где местные намусорили, все с мусорки достал. Импровизированный керхер сделал. Все сложил. Вот тут вот. Не говорите мне тут, что я мусор бросаю. Вот весь мусор вожу с собой. Сейчас главное до мусорки. Это полкофра уже мусора. Тут увидишь баночку, возьмешь, там баночку, где на стояночке. Потихонечку подбираешь мусор. Может быть, самые любознательные спросят, а как, если у тебя не работает автосмазчик, ты им мажешь? Но есть у меня программа принудительной смазки. Нажимаешь кнопочку, вот она тут на руле, выведена кнопка, вот здесь вот стоит. И программа есть обычная смазка, выставляешь километраж, через какой должна мазать. Есть режим дождь, там коэффициент увеличивает, можно выставить, чтобы в 2 раза больше, допустим, мазало. Когда, соответственно, от скоростного датчика не работает, есть кнопка, режим, точнее, переключения, который
принудительная смазка. И там выставляешь, сколько циклов, нажимаешь, и он, допустим, 10 циклов мажет. 10 помазал, чик, отключился. Потом едешь опять там через 30 километров, опять кнопочку нажал, опять 10 циклов выдало. Ну и циклы тоже регулируются. Ну, вот немного вам практики, теории о том, как ездить, как обслуживать. Ну, кому не было интересно, извините, это мои мотобудни. Об этом тоже надо было сказать. Надо будет домой приехать, разбираться, смотреть. Ну, а пока езжу в таком режиме. Ну, поедем дальше, посмотрим, сможем ли мы доехать до Бермамыт. Итак, ребята, пришло время поделиться новостями, которые у меня за это время произошли, ну, за день. Получается, я поехал через Кисловодск до населенного пункта Хасаут или Хасаут, вроде так он называется. И потом с этой деревни идет дорога такая каменистая, и перед ней стоят машины. Ну, я так понял, что кто-то, видимо, взял другой транспорт или пешком пошел, я вообще не знаю. Короче, стоят там машины, я думаю, ладно. Смотрю дальше, там, ну, некоторые машины ездят, там, типа паджериков. Я вот на мотоцикле туда сунулся. Такие места я проскочил, я не знаю, я обратно боюсь выезжать. Я вот там, где уложил его, я заснял. Это я свернул не в том направлении. Надо было ехать прямо. Но вот по этой дороге, по которой я сюда пришел, такое ощущение, что вообще никто не ходит. Или ходят, я не знаю, незаметно. Ни тропы, ничего не видно. В общем, обычно, если вы посмотрите фотографии Бермамыта, да, там они со скалы стоят, с плато, и сфотканы. Вот, у нас немного туча закрывает это все дело. Я подошел немного с нижней стороны, но я запарился идти. Я мотоцикл не доехал до сюда 3,5 километра. Я пришел вот с той стороны, вот снизу, оттуда. Его низ не видно, я пришел оттуда. Я вот на эту горку поднимался, наверное, час. Это, знаете, вот ничему не учишься. Вот что на окташский ретранслятор я вот так поднимался, что вот сюда я решил подняться.
И еще сейчас, ладно, там на Актарском я спустился, мотоцикл там развернул и поехал. А сейчас в таких дебрях мотоцикл стоит, я вообще не знаю, что делать вообще. Вообще сунулся я сюда, вот зачем? Вопрос. Давайте я переключу камеру. Вот я с собой дрон притащил, но в такой ветер я даже не знаю, как его поднимать. Опять до костей меня продувает тут всего. Что-то мне не повезло, тучка такая. Я как раз шел, там то туча, то уходит, то туча, то уходит. Я думал, может, уйдет она. Вот, можно было бы посидеть здесь, да, там, отдохнуть, спокойно пойти. Но пока я доехал, не помню, сколько я даже проехал, километров 300, наверное, если не больше, может меньше. Весь день за рулем. Потом по этим качкарям в такую, другого слова у меня просто нету, залез. И еще шел, ковылял и походу мозоли наковылял. И время сейчас 5 часов практически доходит. Мне до мотоцикла, наверное, час как минимум идти. И на мотоцикле час выезжать. Я выйду, уже будет, блин, это в лучшем случае 7 часов, наверное. Это в лучшем случае. Ладно, пора заканчивать и идти вниз, а то до костей прям. Я вот куртку укутался, закрылся, и все равно холодно. Ладно, до следующего включения. Вот я дошел до мотоцикла. Можете посмотреть вот дорогу. И вот туда я поднялся, и там я упал. А надо было пешком идти, вот там дорога уходит. Сейчас вы обалдеете, по какой дороге я приехал. Ну, какие-нибудь джиперы там у вас завода, конечно, скажут, ты что за херня? Вот смотрите, я ее на ровном месте поднять не могу. А на ней еще как-то ездить надо. Итак, сейчас прогреется немного. Ну и что это такое? Зависло. Смотрите. Оп. Все, отвисло. Сейчас как-то еще вот здесь выехать надо. Но это полбеды. Выехать и сразу туда зарулить. Ну ладно, это пустяки. Вот это пустяки сейчас. Это я вам говорю. Я человек, который с асфальта не съезжает. Блин. Кстати, я пока не забыл. Стравил я давление в шинах до 1,5 в каждой. До этого было 2,2 спереди, 2,5 сзади. Ну там 2,7 сзади, потому что солнышко нагревается. И... Ну суть такая, что сейчас по 1,5 в каждой. Хочу, конечно, надо вроде как перед поменьше травить. Точнее, побольше, чтобы там давление меньше было. Вот, сейчас на таком давлении попробую поехать обратно. И посмотреть, типа зацепа, как мотоцикл себя будет вести. Но вот так вот крестиком пальцы держите вот сейчас. Я не знаю, что нужно сделать. Вот так вот держите. Там молитесь, и я молюсь сейчас. И поедем, и вы увидите. Блин, я не знаю, как выехать. Но надо выезжать. Время уже 6 часов. Давайте потихоньку. Режим гравий. Так, сейчас я тут выкручу сначала ее. Надо ручник, кстати, подтянуть. Ручник вообще не держит. Так, ладно. Я здесь потихоньку, потому что я встать не могу. Хочу выехать направо вот сюда. Поехали. Ой, ногу зацепил. Опа. Блин. Ногу зацепило между подножкой. Не зря говорят, задние подножки надо убирать. Но у меня иногда пассажиры катаются. Подножка иногда нужна. Блин, я забыл даже, как ездить. Вот сейчас сюда ехал. Вот смотрите. Вот ее как кидает. Вам, конечно, не видно, как там руль трясет. Все это. Я вот сейчас как будто
впервые. Я не знаю, как я сюда дойду. О, чуть не улетел. О, руку ударил. Вот так и проверил, блин, давление. Сейчас нормально все. Почему-то я хотел уйти туда. Зачем? Вот сейчас бы вот сюда вот ушел бы и все. Руку ударил хорошо. Так, как бы ее теперь поднять? Так, если за ручку. Так, надо сначала сделать так. Ручник первый. Потом самое главное. Но подножку я зря, наверное, выставляю, потому что сейчас она упрется ей. Ну, хоть так будет стоять. Ладно. О. Сегодня она уже, который третий раз падает. Нафиг я сюда свался. Ага. За рукоятку. О, сломал, блин. Ну ладно. Сейчас попробую спиной. Не получается спиной. О. Так. О, с той стороны подножка. Ой, зеркало загнуло у нас. Так, ну-ка стой. На подножку падай. Точнее, вставай, не падай. Так, многострадальная пластмасска. Сейчас вставим ее. Ладно, главное, вот там не оказался. Ё-моё. Вот, блин, стравил, давление называется. Так, зеркало. Что одно зеркало загнуло, что второе. Ох ты. Туманку загнуло. Ё-моё. Ладно. Все остальное поправимо. Главное, живые. Поехали дальше. Ё-моё. Надо же было так на ровном месте. Встать ему надо было. Блин, сейчас бы вот там оказался. Ё-моё. Фу, непередаваемое ощущение. Мотоцикл работает. Хорошо. Это уже хорошо. Так. С подножки. Да, это на траве он заскользил. И все. Хорошо, ни газа, ничего нет. Ладно, пробуем. Поехали в лужу. Да ё-моё! Чуть опять не опрокинул. Там скользко, оказывается. О. Вот сегодня я натерплюсь. Да это вот, смотрите, это вообще равнина, пока мы едем. Ой, тащит. Так. Оп. Вот смотрите, по каким буеракам я приехал. Главное, потихонечку. Вот оно стоило сюда заехать. Вообще. Я думаю, если вы увидите этот отрывок, можете поделиться им со своими друзьями, чтобы набрало просмотров. Не зря же я тут ездил. Хотя бы поможете раскрутить канал, не знаю. У меня поджилки все трясутся.
Ладно бы я кофры хоть оставил. Так, сейчас будет самое плохое место. Нет, это не оно. Иногда лучше на скорости съехать. Ой, тут я-то не помню даже этого места. Я думал, в обратном будет вообще асфальт, песня, сказка. Оказывается, нет. Так, сейчас еще один спецучасток. О, сидя проехал. Хоть отдохнуть немного. Вот оно, это место. Не помню, с какой стороны. Вроде с правой. Так, ребята, держимся. Руки, ноги. О, проехали. Так. Honda, делает свое дело. Вообще молодец. Это я тут лопушок. Ох, ё-моё. Груженный поехал туда. Вы представляете? Эй. А прикиньте, я сейчас снимаю вот это все, а камера не работает. Вот это будет кадр. Ё-моё. Руль весь мотыляет. Ноги надо изогнутыми держать. Локотки тоже. А так долго не постоишь. У меня уже там все трясется и дрожит. Ладно, можно сесть пока. Ух. Вот это да. Я не скажу, что мотоцикл прям уверенно идет на спущенных колесах. Мне кажется, такая же ерунда, как и на накачанных. Можете меня, конечно, мне не верить, но у меня опыта не столько много. Даже ногу переставить некогда. Ё-моё. Не смог зарулить туда, куда захотел. Пофигу, даешь газу и едешь прямо, куда лишь бы ехал он. Так. Я по воде-то никогда не ездил, а тут по таким местам попёрся. Дебил, вот по-другому не сказать. Конечно, простите меня за такие выражения, но себя я по-другому назвать не могу. Потому что, блин, вот в такую жопу полезть. Ладно, вот тут камушки. Ну как камушки? Фига себе камушки. Раньше бы я по таким и не поехал. А сейчас такой камушки. Вот те, ё-моё. Я даже вставать не стал. У меня ноги устали. Надо, конечно, остановиться и отдохнуть. Но время – деньги, как говорится. Просто сейчас стемнеет быстро, а я не помню, сколько я сюда добирался по времени. Поэтому еду, пока едем. Вот для меня раньше и вот такое-то уж проблема была. Мотоцикл у меня на асфальте падал, а тут я вон куда забрался. Не зря я говорил, Кавказ меня научит ездить. Но я не хотел бы так учиться. Я бы хотел просто научиться, а не такими путями. Вот скажите мне на своих, я не говорю про 1% людей, которые реально используют тяжелые мотоциклы вот так, по такому. Но многие, что, ой, гуси, КТМ, что там еще, Хускварна, вы видите, где мы едем? Я не хочу ничего сказать, что Honda там
Но она едет. Я не знаю на другом бы, что я делал бы тут. У меня тоже нет опыта. Ну, ой. О, повезло, как она защитой аж зацепила. Побоялся руль крутануть. Руки потому что устали, блин. Блин. Куда смотришь, туда едешь, так не получается. Здесь бросает ее в разные стороны и успевает только руль держать и немного направлять. Еще камни там из-под колес выпрыгивает и переставляет ей то переднее колесо, то заднее колесо. А я сюда ехал, думал, блин, такая здесь дорога на эту деревню. Я думаю, такая, блин, вообще дорога. Не едьте сюда, думаю. Эта дорога, она, конечно, сложнее, чем вчерашний заезд на перевал. Но, что я хочу сказать, эта дорога по сравнению вот с этим реально, не знаю, можешь ехать и наслаждаться пейзажами вокруг, ни о чем не думать. Блин, а куда дорога ведет-то? Таких ручьев прям не было, когда я ехал. Блин, так по-хорошему посмотреть, вообще туда ли я еду? Как я сюда вообще заехал? Блин, рулить в воде, это, конечно, ума же надо было. По-другому никак. Так, балансик. Пытаемся. Я вот это вот не умею вообще. Ни баланса, ничего не умею. Но сегодня такой урок будет мне. За такие бабки еще он мне встанет. Ну, я надеюсь, все, что уже закончилось. Все падения. Я сам буду вот это пересматривать. И больше я, наверное, вот в такое не захочу никогда лезть. Хорошо. Сюда. Стоять. Я не туда поехал. Дорога туда вот уходит. Так, сейчас, секунду. Аж кнопки со страха все перенажимал. Блин, вокруг мотоцикла бегаю и не знаю, что с ним делать. Ё-моё. Стоячий мотоцикл уронить. У меня даже речи нету. Не хочется ничего говорить. Так я накатался сегодня. Вот здесь уже было понятно, что не надо дальше ехать. В принципе, вся дорога сюда, на эту деревню вот такая. В общем, в планах доехать до гостиницы, привести немного мотоцикл в порядок. Не знаю, где-то что-то подправить, как-то что-то выстучить. Давление в шинах накачать, колеса и ложиться спать. Ну, это, скорее всего, все, что я перечислил, буду сделать завтра.
Сейчас бы найти место и поесть и поспать. Вот что я хочу. Отдохнуть, помыться. У меня куртка вся мокрая. Вчера только радовался, что помылся в речке. Так здорово было. Весь чистенький, одежда чистая. Ну, кроме экипировки, конечно. Она как в пыли была, так и есть. Ни о какой палатке и речи не может быть. Сейчас самая ближайшая гостиница. Итак, ребята, сегодня день был очень тяжелый. И я оттуда выехал, и на асфальт, как выехал, сразу недалеко здесь находится, как это назвать, гостиница по-простому. База отдыха, типа, не помню, как она называется. В общем, чем дальше в лес, тем дороже. В общем, номер обошелся мне 2,5. И я отдал экипировку постирать им. Взяли 300 рублей, да, и покушать там что-то тоже в районе 350, может, рублей. Сегодня пострадал не только мотоцикл, я пострадал, но и... Ну, у меня мозоли, и при падении руку ударил. Не знаю, там колотые какие-то на руках тоже имеются. Может, шипами растений каких-то, не знаю. Мотоцикл сами видели, и кофры, и туманка, и зеркала. Ну, все, надеюсь, установится. Пластик единственное, что лопнул. Сижу вот в номере. Нам блогеры же любят показывать номер свой. Вот давайте пойдемте пока. Вот такой вот номер. Здесь на кровати, там вот душ и туалет. Вот входная дверь. И вот мое барахло лежит. Ну давайте еще святая святых. Тут у меня постирано и все висит. Вон душевая. Там еще есть раковина. Как вам за 2,5? Это я сейчас торговался. Так стоило что-то 3 или 300, она мне говорила. Ну, не суть. Просто у меня сил нету ни палатку, ничего ставить. Хотелось чисто поужинать, да, лечь спать. Вот. Ну, экипировка раз она вся в пыли, вся в грязи. Думаю, ладно, отдам, постираю, посмотрим, какая она завтра будет, чистая, нечистая. Сам он тоже постирался, себя постирал. И, к сожалению, я когда приехал, только заметил, что камера, экшн-камера, да, которая была на шлеме, она при моем первом, ну да, ну оно и единственное было падение. При падении, короче, мотоцикл-то несколько раз падал. А вот тогда, когда я и мотоцикл упали, там вот она повернулась. Ну, я постараюсь на монтаже это, конечно, вы до посмотрите. Если там уже развернутая картинка, значит, я ее повернул. Но ее надо как-то вставить, эту дорогу. Очень сложная была дорога. В общем, на завтра есть планы определенные, но ими поделюсь я только завтра. Ну, будет день, будет пища, как говорится. Давайте будем отдыхать. Очень сильно устал. Давайте, до завтра.